Всем ахо. Надеюсь, что меня будет слышно, не будет обрываться связь, но если все-таки мне не удастся, то я тогда запишу отдельно видео. Видео на тему, какие роли сейчас занимает Америка, Украина и Россия в этой величайшей игре. Я буду говорить не повествовательно и не событийно, неким таким общим видением, чтобы донести до вас суть, что такое переход и как эти три страны и весь мир сейчас участвуют в этом переходе. Если мы посмотрим на нашу планету через такие как бы инфракрасные какие-то сканеры, то мы увидим людей так, как если бы мы видели на небе звездочки. И вот на небе есть солнце, есть звездочки, есть что-то очень совсем тусклое, есть что-то, что мы вообще не видим, а при этом там есть какой-то материальный объект. Точно так же и наши души на планете. Если посмотреть, то есть очень яркие, есть тусклые, есть те, которые вообще не светятся. Так вот, пришло время великой жатвы, пришло время вот этих всех светлячков собирать некое единое полотно для того, чтобы родиться в новой реальности, в новом мире, с новым витком эволюции. Так вот, ту информацию, которую я получаю от своих кураторов, от своего высшего «я», они называют эти души славянскими, но объясняют, что славянские души все абсолютно, то есть это как славянская душа, это душа света. Вот у них идет вот, поэтому так много путаницы, когда слышат, что я говорю про славянскую душу, мы сразу думаем, что это Украина, Беларусь, там, Чехия, кто там еще, нет. Я просто использую те же слова, эти термины, которые получаю я, и используется слово славянская душа, славянские души. Но у них славянские души – это души света. Одни светятся ярче, одни светятся меньше. Но те, кто в славянских телах воплощены, в этом воплощении, в этой жизни, которые зашли на вот эту игру, через которых будет проходить возрождение Золотого века, они буквально зашли еще и в славянские тела, потому что славянское тело как бионоситель, принадлежащее к роду славы, мы прямые потомки этой цивилизации космической, то у нас, соответственно, в соответствии с нашим ДНК, это световое ДНК может быстрее пробудиться. Это то, что касается понятия славянская душа. Славянская душа – это душа света, ставим знак равенства. Потому что и тем не менее, если славянская душа еще и в славянском теле, и она пробуждена, то она становится на данный момент практически асом, прямым контактом с духом, и прямым проводником вот этой нового спектра, новой энергии, нового знания. Так вот, центральным фракталом, такой, знаете, как ризомной центросомой такой вот этого всего, является непосредственно Россия, Украина и Беларусь. То есть вот этих вот три территории, да. Понятно, это вообще сейчас эти все названия появились, но если мы возьмем энергетически глянем, то представьте, что вот есть планета, теперь разверните ее, если бы она была такая большая клетка, то у этой клетки было бы условно ДНК и центросома, вот она, ДНК это ядро, центросома это центр, геометрический центр, это Украина, а ДНК как таковое Россия, как ядро. И ядро это поставляет весь мир энергией вот этого света. Поэтому, возможно, да, на этой земле столько газа, и вот эти все трубопроводы, и вся энергия, которую Россия давала всей планете, это своего рода такая магистраль вот этих вот энергетических движений, и в полном смысле слова энергия шла еще в виде газа. Но мы с вами за всю вот эту нашу эволюцию попали в плен технократических цивилизаций серых, которые в процессе своей эволюции утратили свою связь с духом, то есть они пошли по тому пути эволюционным, где была утрачена связь с духом. У нас есть мы, есть душа, есть дух.
И вот они утратили связь с духом, а когда мы утрачиваем связь с духом, мы теряем связь с энергией. И поэтому им нужно было найти альтернативную какую-то схему питания, и это только люди могли быть. И мы с вами попали в плен, скажем так, вот этой системы, вот где мы батарейки, а у нас идет отжим энергии. Они не могут питаться светлой энергией, поэтому потому что она для них высокочастотная, она для них разрушительная. Соответственно, они могут питаться только страхом, ненавистью, злобой, всеми низкочастотными вибрациями, и вот мы в такой сеточке. И если мы посмотрим на наше ядро и на нашу центросому, да, как на центральный фрактал вот этой вот клетки на планете, то мы увидим, что она битая, очень битая вот этим вирусом. И поэтому уже на протяжении десятилетий идет величайшая война по разделению славянских наций. И поэтому распались все сообщества, по большому счету, и теперь уже пошла работа на дробление внутри, для того, чтобы разделить, для того, чтобы... Это вирус, он заходит, он буквально разделяет, он разделяет нас внутри себя, он разделяет нас внутри семей, он разделяет нас внутри народов. Благодаря этому, в этом разделении, мы попадаем в свои реальности, на нас можно легко воздействовать, идет искаженная информация, и мы просто перестаем друг друга слышать. Из этой правоты, каждый же внутри себя вот это видит, мы даем энергию, злобу вот этим вот всем сети вот этой черной, которая нас разделяет, и она питается. Она питается, сегодня у них пир, потому что энергия ненависти, энергия гнева праведного, энергия, это вкусняха прям такая, знаете, у них сегодня банкет. Но это банкет перед смертью. Почему? Потому что мать света, славянская мать, запустила свой процесс, я называла его возрождение, перерождение, но сейчас я бы, наверное, сказала, что это будет новое рождение, рождение нового духа. Это не возрождение там Руси, да, или вот этого спектра, и не перерождение, это прям буквально рождение чего-то абсолютно нового, и это уже случилось. И сейчас это просто крепнет. И как это происходит? Силе вот этой славянской нужен был фрактал, через который она может это сделать. И в этой игре это Украина. Надо пробудить этот дух, надо в этом страхе, в этом агонии поснимать вот это вот. Поэтому вот так у нас актуальна вот эта тема была независимости. Но это независимость не от других стран или еще чего-то, это действительно независимость от вот этой всей технократии, независимость от вот этих суггестий, независимость от этого порабощения, в котором находится человечество и славянская история в целом. В этот момент, чтобы это произошло, наш великий брат Россия создали эту ситуацию, у них там своя правота. Они биты больше всего, потому что то есть их порабощение вот этими серыми существами, которые буквально в очень-очень многих, знаете, как это та часть нашего тела, славянского тела, которая буквально чуть ли не экскорпорирована этими существами. Поэтому так легко воздействовать сегодня на сознание русских тем, что весь мир видит, что происходит, а им рассказывают, нет, у нас идет освободительная война, Украина ей рада, да, вообще там нас встречают, и они этому верят. И если вы посмотрите, да, что 200 человек, представителей культуры, науки, написали там свои петиции, грамотные люди, грамотные политологи, вообще тех, мнения, кого мы уважаем, все дают здравомыслящие, правильные, нормальные какие-то фидбэки. Но в общей массе народ, да, я просто слышала, что вчера на Галкина говорили, это вообще ужас, то есть лает, агрессирует вот это вот то, что экскорпорировано прям колоссально. Естественно, сознание этого не признает. И через украинский народ идет рождение нового духа и рождение уже в новом мире. Для того, чтобы туда потом, потому что нужен центр, для того, чтобы потом туда, скажем так, перевернулось, вот этот квантовый скачок, да, так называемый. Это и есть вот этот портал, это и есть этот переход. И это через Украину. И это наша здесь цель. Цель России
роль России в этой всей игре. По большому счету, чуть ли не роль мессии, да, дать нам эти условия. Дать нам эти условия для того, чтобы мы вышли, а потом мы вытащили и их, выдернули и их. И мы стали центральным фракталом, вокруг которого собралось все мировое сообщество, потому что на планете огромное количество просветленных душ, огромное количество тех, кто хотят мира, хотят новой жизни, хотят счастливой планеты, хотят вообще другого государства. И надо был общий враг. Так как мы пока не способны объединиться вокруг светлого, мы не смогли за 30 лет, как Евросоюз, объединиться вокруг того, что нужно спасать планету, что нужно строить правильную экономическую ситуацию, что нужно строить этот новый созидательный мир, созидательного сообщества, то нам нужен был некий общий враг. И Россия стала сейчас этим врагом, который условно угрожает всему миру, и вокруг которого вот этого вот небезопасности мы можем объединиться. И это величайшая роль россиян. Роль Америки. У меня есть большое подозрение, что центральный штаб серых находится именно там. Мировое правительство, которое по большому счету вообще как марионетками управляет всеми. И их задача разделить в первую очередь славянский мир. Славянский мир, еще раз повторяю, это не дать возможность людям пробудиться. Естественно, это не осознают обычные люди. Естественно, это не осознают. Мы попадаем в эти все истории, мы ориентируемся исключительно на реальность. Да, Эва, открой глаза, посмотри, тут нам Америка помогает, тут у нас Россия нападает, что ты сейчас вообще рассказываешь. Я сейчас рассказываю, и этого не исключаю, это есть. И я сейчас мысленно стою на баррикадах со своим народом, со своими солдатами и ору, что есть мочь. Слава Украине, смерть ворогам. И потому что недопустимо захват земли, недопустимо ложь, недопустимо. То есть это я вот эту часть сейчас не исключаю, и я здесь имею четкую свою гражданскую позицию, и я буду за Украину до самого конца, потому что я украинка, и потому что я знаю ту величайшую миссию, которую сегодня мой народ делает. Сегодня воюет Украина не за себя, Украина сегодня воюет за новый мир, Украина сегодня воюет за всю планету, за наше право независимости. И наш дух пробуждается. И наша мать София, чьих мы дети, а София и есть первоспектр, сва, мудрость, сейчас через нас пробуждается, через Софию Киевскую, через дух Киева, у нас величайшая в этом миссия. Наши русские братья и сестры, да, вот, делают свою работу, жмут, поджимают, показали, что вообще может помочь, по большому счету, всем пройти это рождение более лайтово. Мы сейчас, украинцы, не можем любить русских в силу тех обстоятельств, которые есть. То есть, когда мне говорят: Эва, вы не справляетесь со своей ситуацией, вы же там за свет, всех надо любить. Сложно любить того, кто сейчас убивает твоего родного человека. Рассуждать можно. Ребят, вот рассуждать можно. Внутри меня нет ненависти, но внутри меня есть где-то там любовь и принятие всего до такой степени, что, если честно, лично я даже верю, что если суждено быть ядерной войне, то мы здесь выдохнем, а там вдохнем в новом мире. Я настолько верю в позитивный исход и нашего будущего. Я знаю этот новый мир. Все последние годы меня буквально туда погружали, опускали. Я вижу, я знаю этот мир, и он уже здесь. И мы с вами сейчас вот в этой старой матрице уже все случилось. Мы с вами отстаем где-то на пару месяцев, уже все случилось. И я не знаю, как этот переход случится. И может, он должен случиться через какое-то, да, там вообще условно разрушение этой матрицы, то, что мы называем там смерть планеты. Я не знаю. И я не видела этого. Я все-таки видела лайтовый переход, где мы утром проснулись и даже не поняли, что это уже произошло. Да? Поэтому сегодня мы можем повлиять на этот процесс как? То есть мы проходим по родовому каналу, и когда мы выйдем в тот мир, вопрос, как мы сделаем этот вдох. Вот и все, вот это мы решаем. И для того, чтобы было сейчас максимально это лайтово, то могут в этом помочь только славянские души на территории России. Они единственные, кто видят, что происходит внутри. Они единственные, кто могут любить сейчас свой народ, российский народ. И они единственные, кто может любить сейчас украинцев тоже. И вот эти сердца, которые находятся в России, которые в славянских телах, славянские души, это души света,
могут сейчас в своем сердце дать место для объединения украинского и русского, это будут те первые фрактальщики, которые будут помогать вот этому великому движению и будут первоначалом материальным. Потому что Украина рождает дух, а нужна плоть, нужна материя. И вот материя сердца. И сегодня те россияне, которые находятся на территории России, которые могут сострадать Украине, проходить с ней этот путь, испытывать все эти чувства и эмоции, и при этом любить и свой народ, они могут быть теми сердцами, которые дадут материальную платформу для того, чтобы дух Украины, вот этот новый дух, который сейчас рождается, получил свою конструкцию для проявления и для созидания. Я отключу комментарии, потому что здесь не может быть диалога. Ни за одно видео короткое нельзя дать полный объем. Я почти уверена, что если был бы диалог возможен с любым из вас, мы бы нашли точки касания и в терминологиях, и во всем. Но я вижу, и я знаю это как вот такой процесс прохождения по родовому каналу и по скорейшему рождению чего-то абсолютно нового, не возрождения, а рождения. И это происходит сейчас через нас, и в этой величайшей большой игре каждая страна, каждый человек, каждое сердце занимает свое место. Вот. Поэтому так много молитвы, поэтому так много переосмысления, поэтому так много всего. Вот. И еще раз повторюсь, не опуская всего того ужаса и всей этой реальности, за счет чего это происходит. То есть мы в любом случае пройдем этот процесс, но мы можем пройти его более достойно, мы можем пройти его более красиво. Я вообще видела вариант, где россияне выходят и снимают с трона своего царя и возвращаются в семью человеческую, очень достойно и очень красиво, показав, что не правители решают судьбы народов, а народы решают свои судьбы. Но, судя по всему, россияне не подтянут, потому что очень битый файл, они поражены вирусом до такой степени, что достучаться до сознания большинства, а чтобы вышли массы, чтобы они это сделали, нужно действительно большинство. Так, я вчера попала под эти тачки, утром что-то возят. Вот. Я буду делать большую практику, практика будет бесплатная. Она будет, такая, знаете, экзорцизм, изыди, да, по тому, чтобы освобождаться от этих техногенных чипов, о которых все так говорили, про вот эти 5G, про вот это. Почему оно все село? Это обычные технические вещи, которые должны улучшить нашу жизнь.